10 лет назад на Майдане Независимости во время протестов погибли первые митингующие, теперь известные как Герои Небесной Сотни. Смертельное ранение получили 20-летний Сергей Негаян и 25-летний белорус Михаил Жизневский. Еще один раненый в тот день львовянин Роман Сеник скончался через несколько дней в больнице. Всего так называемая Небесная Сотня насчитывает 107 человек. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. В Украине может появиться множественное гражданство. Законопроект внес Зеленський. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал Усть-Луга-Ойл полностью остановил работу. Здесь вопрос не к возможностям дронов, а к возможностям российской ПВО. Как она вообще пропускает подобные объекты, да, еще и в таких количествах и в разных направлениях. Россияне выстраиваются в очереди, чтобы подписаться за выдвижение конкурента Путину. В России по-прежнему есть действительно запрос, в том числе низовой запрос, на участие в политике. Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. В Украине может появиться множественное гражданство. Президент Зеленский вносит на рассмотрение Верховной Рады такой законопроект. Об этом он сообщил в обращении по случаю Дня соборности Украины. Если закон примут, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России, а также иностранным добровольцам, которые воюют за Украину. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора. Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні і тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України. Всі, хто воює за свободу України, як за рідну батьківщину. 22 января День соборности Украины – это 105-я годовщина провозглашения акта соединения УНР и ЗУНР. Этот день еще называют корнями украинского единства. В 1919 году на Софийской площади был подписан акт соединения Украинской Народной Республики с Западноукраинской Народной Республики, а в 1990 году впервые в СССР украинцы от Львова до Киева совместными усилиями создали живую цепь – символ единства страны. Такие акции прошли в разных странах мира. В центре Лондона украинцы соединили в символическую цепь два берега Темзы. К ним присоединились и белорусы. Евросоюз разработал новый план по предоставлению военной помощи Украине, для которого не потребуется согласие Венгрии. Об этом пишет Wall Street Journal. Инициатива ЕС предполагает создание специального фонда военной поддержки Украины. В него планируют перенаправить часть оставшихся активов Европейского фонда мира и в дальнейшем пополнять на 5 миллиардов евро ежегодно до 2027. Средства из нового фонда будут распределяться между европейскими странами-союзниками Украины и компенсировать затраты на совместные закупки вооружений. Еще часть денег пойдет на оплату программы военной подготовки бойцов ВСУ в странах Евросоюза. Обсудят инициативу 1 февраля, а примут в течение нескольких недель после этого. Если новый план ЕС получит одобрение, он предусматривает, что более 20 миллиардов евро средств ЕС будут возвращены государствам-членам
в качестве десятков миллиардов евро военной помощи, которую они предоставляют Украине в течение следующих 4 лет. Прежде чем новый план вступит в силу, пройдет переходный период. В документе ЕС дается приблизительная оценка того, что в этом году он может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь на сумму 7,5 миллиардов евро. Атакованный украинскими беспилотниками российский нефтяной терминал Усть-Луга-Ойл полностью остановил работу, сообщает Bloomberg. Этот терминал один из новейших и также важнейших в России. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск. После атаки спецслужб Украины все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка была сорвана. Эта атака нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ, отмечает издание. И снова главные вопросы, конечно же, к хваленой российской ПВО. Здесь вопрос не к возможностям дронов, а к возможностям российской ПВО. Как она вообще пропускает подобные объекты, да, еще и в таких количествах и в разных направлениях. Все это говорит о том, что в России нет зональных ПВО, то есть ПВО не в состоянии прикрыть зону. Она в состоянии прикрывать отдельные объекты. Но поскольку объектов очень много, страна огромная, они разбросаны на большой площади, то и все объекты прикрытия она тоже не в состоянии. А очаговое ПВО или объектовое опасно тем, что перехват происходит непосредственно над объектом. И, соответственно, вероятность его поражения, она очень сильно возрастает. В Донецке объявили 22 января день траура. 27 человек, по последним данным оккупационных властей, погибли в результате обстрела. Вероятно, это самый кровопролитный удар с 2014 года. Утром 21 января рынок «Меркурий» в Донецком микрорайоне «Текстильщик» попал под обстрел. Гауляйтер Пушилин, конечно же, вину за гибель мирных граждан возложил на ВСУ. По удивительному совпадению, РФ запросила заседание ООН по поводу поставок западного оружия Украине. В Нью-Йорк уже прилетел сам Лавров, который, конечно же, достанет козырь из рукава и будет рассказывать, как западным оружием бомбили Донбасс. Украинские военные тем временем заявили, что не обстреливали Донецк. Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в ведении Объединенных сил обороны Таврийского направления, в этом случае боевой работы с средствами поражения не вели. Донецк – это Украина. России придется отвечать за отнятые жизни украинцев. В оккупированном Севастополе из-за мощного наводнения ограничили подачу воды. Жители жалуются, что теперь ее не завозят в нужном количестве. Третьи сутки они сидят без воды. На этой неделе город накрыли сильные ливни. Из берегов вышла река Черная, одна из самых полноводных в Крыму. Из-за подтопления оккупационные власти ограничили подачу. Той воды, что завозят оккупационные власти, не хватает. К подвозу выстраиваются очереди. И также вода быстро заканчивается. Тем временем, как назначенный Россией гауляйтер Развожаев успокаивает, в городе работает аж 20 водовозок. Кроме того, он успел даже устроить пиар на коммунальной беде. Бутылированную воду людям раздают во имя бывшего, настоящего, ну и, конечно же, будущего президента РФ. Напомню, что также по моему поручению Севастопольское отделение партии «Единая Россия» закупило бутилированную воду и организовало работу волонтеров. Активисты завтра продолжат отвозить воду тем, до кого не дошла вода по графику и куда не доехали водовозки. Тем, кто не смог обеспечить себя запасом воды, прежде всего пожилым людям и семьям с маленькими детьми. Российские оппозиционные политики призвали поддержать выдвижение Бориса Надеждина на пост президента России. В разных городах России и других стран в выходные выстраивались очереди из россиян, которые хотели оставить подпись за участие в выборах президента нового кандидата. Надеждин баллотируется от партии «Гражданская инициатива», занимает открытую антивоенную позицию и публично выступает против политики Путина, который собирается стать президентом в 5-й раз. Для регистрации Надеждину необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, как минимум в 40 регионах страны. К сегодняшнему утру их было почти 78 тысяч. В России по-прежнему есть действительно запрос, в том числе низовой запрос, на участие в политике, на то, чтобы все-таки выразить свое мнение о происходящем в России определенным образом. И понятно, что если бы
Если бы вообще обстановка в стране была более открытой, и люди не боялись говорить и участвовать в политике, в том числе как в качестве кандидатов, и если бы у них были такие возможности, таких очередей потенциально было бы гораздо больше, и, может быть, за разных кандидатов. В данном случае, напомню, что вот фактически в течение последней недели голосовать за Надеждина начали массово призывать люди, у которых есть в России большая аудитория. И до сих пор Надеждин собрал, как я понимаю, вот то, что он вчера писал, он набрал чуть больше 60 тысяч подписей. Что неплохо, в общем, да, но это, конечно, не цифры как каких-то там прям действительно массовой поддержки в масштабах всей страны. Внезапный поворот приняла и президентская гонка в США. На первых полосах газет в Штатах сегодня губернатор Флориды Рон Де Сантис. Он объявил, что прекращает борьбу за кандидатство президента США от республиканской партии и будет поддерживать Трампа. Де Сантис считался его ключевым конкурентом на предстоящих праймериз республиканской партии. Теперь же главным оппонентом экс-президента среди республиканцев станет бывший постпред США при ООН Ники Хейли. Трамп превосходит нынешнего действующего президента Джо Байдена. Это очевидно. Я подписал обещание поддерживать кандидата от республиканцев и буду его выполнять. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет, которая представляет Ники Хейли, к переделанному корпоративизму. Дни, когда американцев ставили на последнее место, когда они повиновались крупным корпорациям, когда они уступали идеологии проснувшихся, прошли. Примерно 2/3 избирателей Де Сантиса сказали, что Дональд Трамп был их вторым выбором. Так что это, скорее всего, поможет Трампу. Сейчас Трамп выигрывает у Хейли со счетом 50-39. Это, скорее всего, увеличит преимущество Трампа. Но я думаю, что Хейли будет сложно получить достаточную поддержку от сторонников выбывшего Де Сантиса, чтобы существенно повлиять на ход гонки. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!